Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о пауках. Что мы знаем о них? Ну, то, что многие пауков боятся. И они людям неприятны. Да что там говорить, скорее всего они еще и ядовиты. Укусит и поминай как знали. Большинство знает, что они плетут паутины. И ладно бы в лесу, где обязательно можно наткнуться носом по пути в дороге. Так еще и удумали делать их в домах человеческих, чем многим хозяйкам доставляют много хлопот по уборке. Сплетут паутины свои под потолком, попробуй достать. Люди с детства знают, что пауки обладают коварством и бессердечием. В самый неподходящий момент, например в день рождения, при гостях могут утащить в уголок для расправы, как это случилось в триллере Корнея Ивановича Чуковского, пусть и с хорошим концом. Да и в фильмах гигантские пауки – это опасность. То в лесу, то в пещерах сталкиваются с ними сказочные персонажи, и везде они хотят всех замотать в свою паутину и после подкрепиться. Даже люди людей иногда называют пауками, если они плетут какие-то интриги, как пауки своей паутины. На этом фоне один Человек-паук остался доволен встречей с пауком. Летает по городу на паутинках из рук и ловит хулиганов и бандитов. Вот, пожалуй, и все. А хотелось бы больше. Кто они такие, эти пауки? И настолько ли опасны, как о них думают? Где живут, чем плетут свою паутину? И еще много интересного. Мы расскажем здесь и сейчас об этих интересных, необычных созданиях – пауках. Поехали! Пауки – животные интересные. Да-да, это животные, ведь они живые существа. Но не насекомые, как многие о них думают. Насекомые паукообразные – два разных класса животных. У них общий тип – членистоногие, куда также входят еще два класса – ракообразные и многоножки. Пауки внешне похожи на насекомых. Почему же их выделили в отдельный класс? На самом деле нам просто кажется, что у них много общего, потому что маленькие, ползают и в целом не очень приятны для людей. Общее же у них лишь хитиновый покров и соединение брюшка и груди тонким стебельком. И то, что ноги по бокам, но у насекомых 6 лап, а у паука 8. У насекомых есть своеобразная шея, поэтому их голова подвижна. У пауков голова сразу переходит в грудь. У насекомых 2 глаза, и их зрение довольно продвинутое. У большинства пауков 8 глаз, устройство которых намного проще. Также отличие пауков и насекомых в том, как они питаются. Насекомые питаются по человеческим меркам классически. Жуют либо листья, либо чье-то мясо тех же насекомых, либо как мухи и комары пьют. Паук же переваривает пищу снаружи, впрыскивает желудочный сок, а потом высасывает переварившуюся субстанцию. Пауки плетут паутину, в которой попадаются насекомые. Подобных технологий у насекомых нет. Еще пауки, к сожалению, для них не умеют летать, их организм к этому не приспособлен. И еще у них нет усиков-антенн. Если копнуть глубже, и это, пожалуй, самое главное, что большинство насекомых претерпевает метаморфозу на 4 этапах жизненного цикла яйца, личинки, куколки и взрослой особи. Есть, конечно, и неполный метаморфоз, как, например, у стрекоз, яйца, личинки и имага, взрослого насекомого. У пауков проще. Он развивается из яйца в паучонка и, наконец, во взрослую особь. И самые ближайшие родственники – это клещи и скорпионы, которые также относятся к паукообразным, и у них с пауками много общего. Клещи были, да и скорпионы пробегали на канале. Пришла очередь пауков. И раз мы затронули строение, давайте о нем и поговорим. Пауки в своем отряде членистоногих по большей части устроены одинаково. Тело подразделяется на голова-грудь и брюшко, покрыто хитиновой оболочкой кутикулы, которая служит защитой животному от пересыхания. Всего имеется 6 пар членистоногих конечностей. 2 из них, наиболее близко расположенные к головному концу тела, преобразуются в хелицеры. Хелицеры – это первая пара головных, обычно клешневидных конечностей у членистоногих животных подтипа хелицеровых. Их основная функция – схватывание, разрывание добычи, измельчение и раздавливание пищи. За хелицерами располагаются многощупальца – педипальпы. Крыльев у пауков нет, усиков нет, зато ходильных ног у него 8. Правда, согласно проведенным недавно исследованиям французских биологов, 4-я пара ног не такая уж и нужна паукообразным. Скорее, она является запасной на случай, если с основными что-нибудь случится. Но что они могут знать со своими 4 конечностями? Любой паук им ответит, что больше не меньше. И каждая конечность важна как никогда.
Причем ноги природа наделила чудесным гидроприводом, жидкостью для которого служит гемолимфа. Это как кровь у человека. Лапки пауков лишены мышц, но когда паук вытягивает лапки, гидропривод повышает в них давление крови до такой степени, что отвердевают даже щетинки. То повышая, то понижая в лапках давление гемолимфы, пауки таким образом приводят лапки в движение. Гидравлическая система паука действует мгновенно. Давление крови регулируется автоматически. Это дает возможность паукам очень быстро бегать на своих длинных ногах даже по пересеченной местности. У пауков, кроме гидравлической, есть еще несколько систем, одна из которых кровеносная. Кровеносная система паука, как и у всех членистоногих, не замкнутого, лакунарного типа, состоит из ромбовидного сердца. Сердце лежит в околосердечной сумке, перикарде. От сердца отходит аорта, несколько артерий и система лакун, в которых циркулирует гемолимфа, омывающая внутренние органы и ткани. Есть дыхательная система, и помимо пары легочных мешков у паука имеется система трахей. Легочные мешки паука являются видоизмененными кожаными выростами, имея форму параллельных перегородок, а трахеи – дыхательные трубки, открывающиеся на поверхности тела особыми отверстиями – стигмами, дыхальцами, чаще всего лежащими попарно. Благодаря системе трахей кислород доставляется к тканям и органам паука, а углекислый газ удаляется из организма, чем значительно упрощает строение кровеносной системы, которая практически не участвует в переносе кислорода. Именно по этой причине в кровеносной системе отсутствуют капилляры и мелкие сосуды. Таким образом, основной функцией кровеносной системы становится транспорт питательных веществ к клеткам и тканям организма. Нервная система состоит из головного мозга, надглоточного ганглия, подглоточного ганглия, коннектив, соединяющих эти два ганглия. Все эти структуры вместе образуют окологлоточное нервное кольцо. От окологлоточного нервного кольца отходит брюшная нервная цепочка, строение которой нетипично. Все нервные узлы сливаются в единственный звездообразный узел. Голова-грудь содержит два нервных узла, которые формируют множество мозговых нервов, и расходятся они от мозга до ног, глаз и остальных органов паука. Помимо нервной системы у пауков несколько сенсорных органов для ощущения окружения, в котором они живут. У пауков нет ушей, вернее есть, но не как у человека. Паук слышит с помощью крошечных волосков, расположенных на его ногах. С помощью волосков паук способен очень точно определять место излучения звука, интерпретируя движение воздуха, произведенного этим звуком. Кстати, и паутина может работать как слуховой аппарат. Недавно ученые доказали, что пауки могут улучшать слух при помощи паутины. В рамках эксперимента они взяли несколько особей пауков-кругопрядов, и когда исследователи включали звук, паутина вибрировала почти с идеальной синхронностью со звуковыми волнами. В зависимости от частоты воспроизводимого звука, пауки поворачивались, приседали и выполняли другие действия. Помимо слуха, у пауков есть глаза. Глаза пауков разных семейств очень сильно отличаются. У пауков, которые охотятся без ловчей сети, подобно паукам-волкам, паукам-рысям и паукам-скакунам, очень хорошо развитое зрение. Пауки-скакуны могут видеть почти так же хорошо, как люди, а, например, пещерные пауки, которые живут в темноте, не видят совсем или же видят очень плохо. Они полностью зависят от звуков и ощущений. У пауков-кругопрядов очень маленькие глаза, им практически не нужно зрение, чтобы ловить добычу. У них очень хорошо развит механизм чувств, который способствует обнаружению движений в своих сетях. И, наконец, пауки чувствуют запахи с помощью специальных чувствительных волос, расположенных на лапках. Вкусовые ощущения у пауков во рту отсутствуют. Паук чувствует, съедобна ли его добыча, с помощью химически чувствительных волосков, расположенных также на ногах животного. Еще пауки линяют. Как и все членистоногие, пауки растут внутри своего скелета. Но сам скелет не растет, поэтому им нужно сбрасывать старый скелет в пользу нового, поскольку их тела становятся больше. Брюшко паука довольно гибкое и будет растягиваться по мере роста паука, но голова, грудь и ноги не растягиваются. По мере того, как его тело становится больше, у паука появляется новая кутикула внутри существующего скелета. Когда приходит время, он вылезает из этого старого
старого скелета, позволяет новой мягкой кутикуле расширяться и затвердеть, а затем возвращается к охоте и еде. Пауки перестают есть за несколько дней до линьки. Чем крупнее паук, тем дольше может быть этот период. Кстати, насчет питания. Допустим, в паутину случайно попадет пролетающая мимо муха. Она едва касается одной из нитей, прилипает к ней, пытается вырваться, мечется из стороны в сторону и запутывается еще больше. Муха обречена. Сеть трепещет, и покрытые чувствительными волосками ноги паука воспринимают эти сигналы как приглашение к трапезе. Подбежав к своей жертве, паук вонзает в нее острые верхние челюсти и впрыскивает в тело жертвы парализующий яд. Да, у всех пауков есть ядовитые железы, но об этом позже. Муха прекращает трепыхаться, и паук вращает парой ног, ловко пеленает ее пучком тонких нитей, которую он вытягивает из своего брюшка, затем перекусывает окружающие нити и, подхватив свой завтрак, направляется к центру паутины. Паук мнет свою добычу, впрыскивая в нее пищеварительные соки, и муха переваривается в собственной оболочке. Да, у паука с пищеварительной системой не все так просто. Пищеварение у паука внекишечное. Поймав добычу, вонзает в нее хелицеры и впрыскивает яд. Жертва заключается в кокон из паутины, после чего паук впрыскивает в жертву секрет слюнных желез, который начинает в прямом смысле переваривать жертву вне кишечника паука. Отсюда и название. У пауков секрет этих желез и печени способен энергично расщеплять белки. Он вводится в тело убитой добычи и приводит содержимое ее в состояние жидкой кашицы, которая затем всасывается пауком. И опустевшая сухая шкурка жертвы выбрасывается из паутины. Если охота особенно удачна, паук не скромничает и за один раз может съесть больше десятка мух или других насекомых. За органы выделения отвечают мальпигиевые сосуды. Мальпигиевые сосуды, тонкие как нить, слепо заканчивающиеся в выросты кишечника на границе средней и задней кишки. Сухопутный образ жизни настолько поднял ценность воды для пауков, что в мальпигиевых сосудах из мочи всасывается вся вода, и на входе в кишечник мочевая кислота кристаллизуется и выпадает в осадок. В твердом виде выводится с экскрементами. Уши, глаза, чувства, запахи, сосуды. Автор где паутина и откуда она берется? Откуда? Из бородавок. На брюшке паука снизу находятся особые органы – паутинные бородавки. Это парные членистые выросты, основная функция которых – формирование паутинного волокна. С помощью паутинных волокон пауки строят ловчую сеть, которую мы называем паутиной или тенетой. Паутина каждого паука имеет свой уникальный рисунок. Она состоит из сухих и липких нитей. Паук сам строит паутину и прекрасно знает, какие нити липкие, и избегает их. Другие животные не знают этот секрет и поэтому легко запутываются. И глядя на паутину, возникают другие вопросы. Как такому маленькому созданию удается протянуть свою сеть поперек почти метровой тропинки или перебросить ее через ручей? И почему паутина почти всегда такой правильной формы? Почему паук сам никогда не приклеивается к паутине, когда бегает по ней? Пауков никто не учит, как плести ловчую сеть. Уже в возрасте 2 недель молодые паучки начинают сооружение своей первой паутины, хотя до этого никогда не видели, как это делается. Забравшись на ветку или ствол дерева, паук выпускает длинную невесомую паутинку, которую подхватывает поток воздуха. Паук сидит в ожидании, пока нить не зацепится за что-нибудь. Если этого не происходит и нить вяло повисает в воздухе, паук подтягивает ее и съедает. Затем перебирается на другое удобное место и делает новую попытку. Наконец нить зацепилась. Паук тут же ползет к зацепившемуся концу паутинки и надежно закрепляет его. Отсюда паук спускается на своей нити, пока не коснется какой-нибудь опоры, например, ветки или земли. Затем он прочно закрепляет эту нить, а затем возвращается по ней, таща за собой следующую, которая, перебежав по первой, закрепляет в начальной точке. Таким образом получается основа будущей сети – треугольная рама. Внутри нее паук протягивает несколько нитей, пересекающихся в центре, отмечает комочком паутины центр и протягивает от него более 40 радиусов. Он скрепляет их тонкой спиральной нитью и начинает самую кропотливую работу – прокладку ловчих спиралей. Там, где спираль пересекает радиус, паук их как бы связывает ногами.
И вот паутина начинает напоминать красивое ажурное кружево. Как же нашему маленькому строителю удается выдерживать столь геометрически правильный узор? Углы между всеми радиусами, расстояние между всеми витками паучьей спирали строго постоянны. Предположим, что проект конструкции, его чертежи паук носит в себе с момента рождения. Всеми инструментами для создания тенет он оснащен. Но ведь необходимы какие-то хотя бы простейшие измерительные устройства, чтобы строительство велось строго по чертежам. Оказывается, такое устройство есть, и оно всегда с ним. Это все те же универсальные ноги. Их первая пара – это своеобразная масштабная линейка. Ими во время работы паук постоянно измеряет расстояние между оборотами спиралей. Этот механизм настолько надежен, что позволяет плести свою сеть в полной темноте. Заключительный этап – прокладка сигнальной нити в убежище. На сооружение всей сети уходит несколько часов и около 20 метров паутины. По химическому составу паутина – это сложный белковый полимер фиброин. Это вязкая жидкость, которая образуется во множестве желез брюшка. Разные железы образуют несколько типов паутины, не одинаковые по своим свойствам. Сухая и толстая для каркаса тенет, шелковистая и мягкая для плетения кокона, тонкая и клейкая для ловчей спирали. А вот и объяснение, почему паук сам не приклеивается к своим же сетям. Он бегает только по радиальным, не клейким нитям, а клейких спиралей старается не касаться. А если коснется, может и приклеиться. Из желез брюшка паука через тончайшие трубочки полимерная жидкость продавливается наружу и на воздухе застывает в виде тонких нитей. Для прочности паук может их сплетать в толстый шнур. В последние годы ученые серьезно занялись изучением паучьего шелка. Паутина обладает таким количеством уникальных свойств, что один из ученых назвал материал, из которого он сделан, вещество, из которого сделаны мечты. Технология получения паутины очень похожа на промышленное производство синтетических волокон. Но тут специалистам-технологам есть над чем подумать. Никакие волокна не могут сравниться с паутинным по прочности. Паутина очень эластична и может растягиваться до 30% своей длины, сокращаясь затем до первоначальной. Она поражает легкостью и тонкостью. Всего около 340 граммов ее достаточно для того, чтобы опоясать землю по экватору. Люди с давних пор пытались выткать из паутины ткань. Еще в 16 веке в Германии крестьянки ткали из паутины ленты и другие украшения. Следующим шагом, сделанным искусными французскими ремесленниками в 1709 году, было изготовление из паутины перчаток и чулок, что вызвало всеобщий восторг. Но дальше восторгов дело не пошло. Еще Реамюр, знаменитый физик и зоолог в одном лице, убедительно доказал, что осуществить промышленное производство вещей из паутины на практике совершенно невозможно. Его расчет показал, чтобы это приносило доход, производство должно содержать сотни тысяч пауков. Это было бы реально, если бы не одно «но». Проблема в прокорме. Кто будет ловить для восьминогих ткачих миллионы мух? И будут ли они их есть? В общем, договориться сложно. Кстати, кто не знал, пауки раздельнополые животные. То есть самцы и самочки, пауки и паучихи. Причем самочки в основном крупнее самцов. Достигнув зрелости, самец начинает вести насыщенную приключениями кочевую жизнь. При этом, правда, заметно теряет в весе. В этот период жизни им прочно овладевает одно желание – найти паутину самки. Наконец, паутина обнаружена. Но как не попасть своей избраннице на обед? Известно, что хозяйка паутины не отличается особым гостеприимством. Самец основательно готовится к этому смертельно опасному предприятию. От края паутины спускает вниз нить, путь к отступлению. Осторожно касается ногами паутины, подергивая ее. Самка энергично бросается на поиски добычи, и самцу ничего не остается, как стремглав фритироваться по своей паутинке вниз. И так повторяется несколько раз. Всем своим поведением самец стремится показать самке, что к ней пожаловал недолгожданный обед, а он, наконец, самочка понимает это и сменяет гнев на милость. Самец, кажется, понимает, что достигнутое перемирие очень непрочно, поэтому немедленно после спаривания старается сбежать. Его опасения понятны. В самке вновь просыпаются охотничьи инстинкты, и на бывшего супруга она поглядывает как на потенциальный обед. Если он окажется недостаточно расторопным, то вполне может быть съеден.
Развитие у пауков прямое, без метаморфоза. Часть пауков откладывают яйца, из которых в дальнейшем развиваются молодые особи. Часть обладает живорождением. Живорождение – это появление на свет полностью развившегося детеныша, свободного от яйцевых оболочек. Осенью самки плетут из прочной мягкой паутины округлый кокон. В нем от 300 до 800 яиц янтарного цвета. Под защитой кокона будущему потомству не страшны ни холода, ни затопления. Он легче воды и не промокает. Кокон зимует. Весной из яиц выходят крохотные паучки. Некоторое время они сидят внутри, как бы не решаясь покинуть уютный кокон. Потом все же расползаются и начинают самостоятельную жизнь. Но огромное потомство не сможет прокормиться на том участке, где оно увидела свет. Очень большая плотность населения ведет к конкуренции. Большинство паучков гибнет от голода, да и свои кое-кого съедят. Чтобы избежать превратности судьбы, необходимо рассредоточиться и как можно скорей. Но далеко ли можно уйти на слабеньких и коротких ножках? И паучки вновь прибегают к помощи паутины. Она дает им корм и жилье. Она же помогает расселяться, служа летательным аппаратом. Паучки становятся аэронавтами. Происходит это в августе или в начале сентября, в ветреную погоду. Паучок взбирается на какой-нибудь возвышенный предмет, будь то стебель, ветка, камень или забор, и прикладывает кончик брюшка к поверхности, приклеивают будущие транспортные нити. Затем поднимает немного брюшка и выдавливает из него паутинные нити. Поток воздуха вытягивает их в длину, и вот уже над паучком полощется длинная петля. Один ее конец приклеен к ветке, другой тянется из брюшка. Паук перекусывает петлю в месте прикрепления, и ее конец взлетает вверх. Ветер треплет нить и все больше вытягивается из брюшка. Когда длина нити достигает более 2 метров, паук отцепляется от своего аэродрома и поджимает ноги. Ветер подхватывает его с места, а восходящие потоки теплого воздуха поднимают паучка в голубую высь. И это, дорогие друзья, только размножение описания паука-крестовика из рода араниоморфных пауков, семейства кругопрядов. Пауки-крестовики получили свое название благодаря рисунку в виде креста на передней части брюшка, и многие их видели. Окраска тела может быть как темной коричневой, так и более светлой, оранжево-песочной, и их более 650 видов. Вообще пауков на планете Земля великое множество, около 45 тысяч видов, и классификация внутри отряда идет до сих пор. На данный момент отряд пауки делится на 2 подотряда – членистобрюхие пауки или мезотелии и отряд апистотелы. В свою очередь апистотелы имеют 2 инфраотряда – это араниоморфные пауки и мегаломорфы. От араниоморфных пауков мегаломорфные отличаются главным образом строением хелицер. Когтевидные членики расположены параллельно друг другу и при складывании подгибаются. Как правило, мегаломорфные пауки крупнее араниоморфных. Что касается араниоморфных пауков, то их хелицеры имеют несколько другое строение. Они складываются навстречу друг другу, а мезотелии подотряд образует сестринскую группу для всех других ныне живущих пауков и сохраняет наследственные признаки, такие как сегментированное брюшко с фильерами посередине и 2 пары легких книжечек, и считаются самыми древними пауками. На всех пауков мы посмотреть не сможем, но на самых интересных обязательно. Мезотелии – это средние и крупные пауки. Они имеют направленные вниз кинжаловидные хелицеры. Как и другие представители подотряда мезотелий, и в отличие от всех других современных пауков, они имеют сегментированный ряд пластинок на верхней поверхности всех сегментов брюшка, а их предельные отверстия расположены в середине нижней стороны брюшка животе, а не в конце. Дыхательная система состоит только из легких книжек, и поэтому они относительно неактивны. Лифестииды – это пауки, обитающие в норах, которые закрываются люками, где проводят большую часть времени. А в инфраотряд араниоморфных пауков входит целых 7 групп или клад. Он самый большой по численности видов. И каких пауков только там нет. Щелевые ткачи с необычным изгибом первой пары ног, напоминая гидравлические мышечные механизмы, эта модификация фактически позволяет паучку удерживать добычу прямо из щели, которую он занимает. Кроме того, если более крупная добыча когда-либо пытается вытащить его из расщелины, паук может использовать лапки, чтобы схватиться за боковые стенки и, следовательно, затруднить задачу по его поимке.
Гипохилиды или абажуровые пауки – это длинноногие пауки, строят паутину в стиле абажур под навесами и в пещерах. Дисдериды или охотники на мокриц. У этих пауков очень большие хелицеры, которыми они протыкают панцирные тела мокриц и жуков. Длинноногие пауки-плотники или фальциды. У этих долговязов чрезвычайно длинные тонкие ноги с гибкими лапками, и они очень часто встречаются в жилых помещениях. Их очень часто путают с сенокосцами, которые вовсе не являются пауками, хотя и паукообразные. Сенокосцы напоминают пауков, но в отличие от них имеют сегментированное брюшко, соединенное с головогрудью широким основанием, а не стебельком. Хотя и те, и другие пауки синантропы, то есть живут рядом с человеком. Они потомки целых поколений домашних пауков, которые эволюционировали на протяжении многих лет, чтобы адаптироваться к постоянному климату наших жилищ. И менее 5% домашних пауков вообще когда-либо бывали на улице, поэтому операция по спасению такого паучка и переносу его в дикую природу может закончиться плачевно. Ни один из этих видов не опасен для жизни и здоровья человека, так что если вы встретили паука дома, не спешите его выгонять или убивать. Возможно, он принесет пользу в борьбе с надоедливыми мухами и комарами. А есть пауки, которые специализируются на охоте на других пауков. Отсюда и название пауки-убийцы или пауки-ассасины. У них есть различные приспособления для ловли добычи, в том числе увеличенные лопатообразные передние ноги и поднятая вверх голова на шее с длинными хелицерами. Одни из них очень необычны. Это пауки-пеликаны. Представляют собой семейство пауков, насчитывающее около 90 описанных видов 5 родов. Они необычны тем, что у них есть шеи, от длинных и тонких до коротких и толстых. Название паук-пеликан относится к этим удлиненным челюстям и шеям, которые используются для ловли добычи. Одни пауки выстилали шелком норки в земле, а от них тянулись отдельные сигнальные нити, а потом додумались до воронкообразного расширения перед входом и плотной горизонтальной сети. Другие, живущие на растительности, подвешивали свои коконы под листьями, а сигнальные нити натягивали между ветвей, и их вертикальная паутина постепенно превратилась в сложное колесовидное сооружение с круговыми и радиальными нитями. И самые узнаваемые из всего инфроотряда – это араниды или пауки-кругопряды. Все пауки этого семейства плетут колесовидные сети разного размера, приспособленные для ловли преимущественно летающих насекомых, и устраивают их практически везде, в том числе и рядом с человеком. Про крестовика было. А это что за страшный на первый взгляд паук? Это агриопа или паук-оса. Как и у многих других представителей рода, на брюшке полосатый черно-желтый белый рисунок, за который паук и получил свое название. Некоторые сегменты паутины часто имеют более толстые нити, известные как стабильменты, образующие декоративный узор. Укус агриопы довольно болезненный, сравним с пчелиным или осиным, но в большинстве случаев для человека яд не опасен. Хотя многие пауки живут поодиночке, попадаются общественные виды. Южноамериканский паук улаборус плетет общественную сеть, на которой держатся самцы, а самки помещают многочисленные коконы. В общем шелковом мешке живут южноафриканские стегодипусы, они охотятся на его поверхности, а тысячи особей птеригиумов заплетают огромной сетью целые деревья. Но есть пауки, которые ждать, пока к ним кто-нибудь прилетит на обед, не хотят. Это дейнопиды или пауки-огры. Дейнопиды ловят добычу, протягивая паутину через передние ноги. Эти необычные паутины растягиваются в 2-3 раза по сравнению с размерами в расслабленном состоянии, опутывая любую добычу, которая к ним прикасается. Задние и срединные глаза обладают отличным ночным зрением, что позволяет им точно забрасывать сети в условиях низкой освещенности. Эти глаза больше остальных, из-за чего иногда кажется, что у этих пауков только 2 глаза. У сцитодит или плюющихся пауков другой способ охоты. Они ловят свою добычу, выплевывая жидкость, которая при контакте застывает в ядовитую и липкую массу. Жидкость содержит как яд, так и паучий шелк в жидкой форме, хоть он вырабатывается в ядовитых железах хелицерах. Из араниоморфов самые большие – это пауки-охотники или споросиды. Они, конечно же, не настолько большие, как в кинематографе, но увидев такого в природе, мурашки по коже пробегут. Его тело достигает 5 см длиной.
длину, а размах конечности 30 сантиметров. В северных широтах охотник не живет, предпочитает более теплые края – Азию, Африку, Австралию, Южную Америку. Но все же полезно знать, что он вполне может укусить человека, защищаясь, но без последствий, кроме болезненности в месте укуса. И ученые считают, что ядовиты все пауки, но большинство из них не представляют опасности для человека, хотя о самых ядовитых нужно обязательно поговорить. Предупрежден, вооружен. Пауки-волки относятся к семейству ликозиды, названному так из-за их сильных и ловчих охотничьих навыках и отличного зрения. Они живут в основном в одиночестве, охотятся в одиночку и обычно не плетут паутину. Некоторые из них – охотники, набрасывающиеся на добычу, как только они ее найдут, или преследующие ее на короткие расстояния. Другие ждут подходящую добычу в устье норы или рядом с ней. Пауки-волки обладают третьим по качеству зрения среди всех групп пауков. Его превосходят пауки-прыгуны и пауки-охотники. И самый знаменитый из семейства пауков-волков – это тарантул. Это крупные, до 10 сантиметров, ядовитые араниоморфные пауки. Тарантулы обитают в засушливых районах, степях, пустынях. Днем они укрываются в вертикальных норках, глубина которых доходит до 60 сантиметров. Ночью выбираются на поверхность и активно перемещаются по земле, охотясь на насекомых. Пауки этого рода обладают высокоразвитым обонянием и зрительным аппаратом. Название произошло от одной из разновидностей пауков, обитающих недалеко от итальянского города Таранто. По мнению местных жителей 15 века, пауки являлись причиной болезни, именуемой тарантизм. По преданию, укус этого паука заражал необычным заболеванием, которое приводило к неминуемой смерти, а единственным возможным способом вылечиться был особый энергичный танец тарантелла. И танцевать нужно было до тех пор, пока укушенному легче не станет. Возможно, это и легенда. И, конечно, укус паука не самое приятное, что может с вами произойти. Однако смертоносность тарантулов сильно преувеличена. Тем не менее, яд тарантула может вызвать множество аллергических реакций. Зуд, покраснение, отечность вокруг глаз, отек губ и горла, а в крайних случаях сердечно-сосудистый коллапс. И большинство людей этот яд грозит меньшими проблемами, чем пчелиный укус. Куда опасен яд черной вдовы или каракурта? Каракурт принадлежит семейству пауков-тенетников роду черных вдов. Само слово каракурт можно перевести с узбекского как черная букашка. Это единственный паук в России и странах СНГ, чей укус может нанести серьезный вред здоровью человека, а без срочной медицинской помощи часто приводит к смерти. Каракурт имеет широкое распространение. Он встречается от берегов Средиземного моря до Китая, населяя степные и пустынные ландшафты. В зависимости от возраста окрас меняется от серовато до черного. Чем старше паук, тем он темнее. На брюшке у черной вдовы расположены красные пятна, которые у взрослых особей могут быть совсем незаметными. У некоторых пауков вокруг этих пятен может быть белая каемочка. Из очень ядовитых шестиглазые песчаные пауки-сикариды, и живут они в Южной Америке. Хорошо известным паукам этого семейства относятся коричневый паук-отшельник и шестиглазый песчаный паук. Это одни из самых долгоживущих пауков, некоторые из них живут до 15 лет. Из них самый ядовитый живет в Бразилии, в яде которого обнаружены особые активные белки. В отличие от пауков, которые используют нейротоксины, многие из ядов, используемых этими пауками, не имеют известного противоядия. А мы с вами посмотрим на цветы. И здесь можно встретить пауков. Еще и каких! Томисиды – семейство пауков, общее название которых пауки-крабы, часто связывают с видами этого семейства. Многие представители этого семейства также известны как цветочные пауки. Члены этого семейства пауков не плетут паутину и являются хищниками, устраивающими засады. Две передние ноги обычно длиннее и крепче остальных. Две задние ноги меньше по размеру и обычно покрыты рядом шипов. Свое название они получили из-за формы своего тела, и обычно они движутся вбок или назад. Также не используют паутину для охоты и пауки-рыси, вместо этого проводя свою жизнь в качестве пауков-охотников на растениях. Многие виды часто посещают цветы, устраивая засады на опылители, как это делают пауки-крабы. У большинства из них на ногах большие колючие щетинки, и пауки-рыси, несмотря на то, что они в основном охотники из засад, очень быстрые бегуны и прыгуны и обладают хорошим зрением.
Но самые лучшие бегуны и прыгуны – это пауки с одноименным названием. По состоянию на 2019 год это семейство насчитывало более 600 описанных родов и более 6000 описанных видов, что делает его самым крупным семейством пауков. Пауки-прыгуны обладают одним из лучших среди членистоногих зрением и используют его при ухаживании, охоте и навигации. Хотя обычно они передвигаются незаметно и довольно медленно. Большинство видов способны на очень ловкие прыжки, особенно во время охоты. Прыжки используются для навигации, ухода от опасности и ловли добычи. Многие считают, что паук не может быть красивым в принципе, однако существует несколько разновидностей пауков, которые, по крайней мере, яркие и необычные, и многие именно из этого семейства. Паук-павлин – вид пауков-скакунов рода Маратус, эндемик Австралии, и на самом деле похож на павлина не только необычной расцветкой, но и повадками. Он раскрашен во все цвета радуги и так же, как и павлин, ухаживает за самочкой, распушая свои чешуйки и исполняя танец. Хотя пауки-прыгуны, как правило, плотоядны, известно, что многие виды включают в свой рацион нектар, а один вид питается в основном растительными веществами. Багира киплинга, обитающая в Центральной Америке и Мексике, противостоит тенденции к мясоедению. Но это, дорогие друзья, не пантера. Существует еще 3 рода пауков-скакунов, названные в честь персонажей Киплинга – Акела, Месоа и Нагайна. Супруга Джорджа Элизабет Пекхэм, американские энтомологи, скорее всего, очень любили произведения великого писателя. И это первый известный паук-вегетарианец. Этот паучок отошел от основных правил питания собратьев. Но как это произошло? Всему виной бельтовые тельца. Бельтовые тельца, названные так в честь натуралиста Томаса Белта, находятся на кончиках каждого листа акации и очень богаты липидами и белками. Они служат пищей муравьям, которые живут в мутуализме с акациями, принося друг другу пользу. Муравьи и акации эволюционировали совместно, сформировав взаимовыгодные отношения. Агрессивные муравьи защищают деревья от хищников, собираясь в колонии, атакуя любых захватчиков. Они обитают в колючках дерева и защищает его от любых посягательств. И акация благодарит за это муравьев полезными тельцами. Посмотрел на все это 8 глазками наш герой и решил попробовать разок, чем питаются эти насекомые. Попробовал и понравилось. И это еще что? Прыгающая паукообразная пристрастилась к верхушкам растения акации. Все бы хорошо, но что делать с муравьями? Они-то точно против, пришлось думать. И, поразмыслив, принял решение. Муравьи живут и охраняют сочную поросль. А там, где старые листья, довольно спокойно. Оттуда можно вести наблюдение. Зрение позволяет. А еще я быстрый и ловок. Муравьишки расслабятся, подбегу, схвачу одну из белтовских тел и домой наслаждаться трапезой. Правда, бывают засушливые времена, и пауки переходят на личинок муравьев, вспоминая старые традиции. Мимикрия под муравьев очень популярна среди пауков, активных в течение дня. Эта мимикрия часто включает в себя преувеличенную талию и короткие передние конечности, которые удерживаются как усики, в то время как паук ходит как муравей, только на 6 ногах, а также окраской. А мы переходим к инфраотряду мегаломорфы. Сегодня их известно около 2000 видов. Мегаломорфные пауки обладают большими размерами, чем их собратья, и дольше них живут. Длительность их жизни доходит до 30 лет, в то время как многие арениоморфные виды живут в пределах 1 года. Они редко встречаются в Европе и обитают в основном в тропических районах, и во многих странах их называют тарантулами. Да, здесь есть небольшой нюанс. В ряде европейских языков, в частности в английском, часто слово тарантула называют птицеедов, семейство наиболее крупных пауков, а иногда и всех крупных пауков любого вида. В связи с этим часто возникает путаница при неграмотном переводе текстов. В современной биологической систематике таксоны тарантулы и птицееды не пересекаются. Птицееды относятся к мегаломорфным паукам, а тарантулы к арениоморфным. Многие мегаломорфные пауки не строят ловчих сетей для поимки добычи. Чаще всего они живут в норах, рядом с которыми размещают тонкую сигнальную нить. Когда жертва задевает ее, паук выскакивает и атакует. Из них птицеед самый известный представитель группы. Его любят заводить в качестве домашнего питомца. Они обитают
обитают в Африке, Южной Америке, Австралии и Океании, встречаются и в Юго-Восточной Азии, Южной Европе и на юге Северной Америки. Как видно, паук-птицеед плотно покрыт особыми жгучими волосками. Они вызывают аллергические реакции при попадании на кожу, слизистые оболочки или в легкие. Некоторые виды счесывают их при опасности или во время стресса. Несмотря на название, птицееды питаются не только пернатыми. Они могут перекусить лягушками, насекомыми и небольшими грызунами. Они не готовят капканов и ловушек для добычи, а подкарауливают и нападают на нее. Воронковые пауки или гексатилиды. В этом семействе насчитывается около 100 видов. Они обитают на востоке Австралии, в Новой Зеландии, в Южной и Юго-Восточной Азии, на юго-западе Южной Америки, в Средиземноморье и в Центральной Африке. Пауки достигают до 5 сантиметров. Их тело матовое или блестящее, вытянутое в длину. Окрас может быть черным или коричневым. Волоски небольшие и присутствуют только на лапках и брюшке. Воронковые пауки строят норы или селятся в дуплах деревьях. Их паутина напоминает воронку, от чего и происходит название. Они распространены в местах с тропическим климатом, встречаются в горах и на побережьях. Воронковые пауки – одни из самых ядовитых в мире, и большинство видов обитает именно в Австралии. И случаются смертельные случаи. Летальный исход наступает в течение получаса после укуса. Еще один необычный паук – это циклокосмия или паук-люк, род семейства ктенизиды. Пауки этого рода имеют резко усеченное брюшко, заканчивающееся хитиновым диском, который усилен системой ребер и пазов. Во время опасности они выкапывают вертикальные норы глубиной до 15 см, которые закрывают своим брюшком. Так называемое явление фрагмозиса. Питаются в основном насекомыми, но долгое время могут проводить без еды – около полугода. В это время они закапываются в норки и вьют вокруг себя нечто вроде кокона. Отличаются также своей агрессивностью. Пауки рода циклокосмия считаются самыми древними арахнидами на Земле. Но не только пауки охотятся, у них тоже врагов хватает. Естественными врагами пауков являются некоторые звери, птицы, ящерицы, лягушки и жабы. Их едят хищные насекомые и другие пауки. Осы парализуют пауков, жаля их в нервные центры и превращают в живые консервы для своих личинок. Хищные мухи-ктыри похищают пауков прямо с паутин. Да и человек в некоторых уголках нашей планеты не прочь полакомиться пауками. И несмотря на непривлекательный внешний вид, у пауков есть свои поклонники. Их не только изучают, их заводят дома. В домашних условиях пауков содержат в аквариумах, террариумах, фаунариумах и даже пытаются дрессировать, но пока безуспешно. Тем не менее, более близкое знакомство с этими животными считается одним из способов успешного излечения боязни пауков – арахнофобии. Пауки, несмотря на свою репутацию, приносят значительную пользу в различных областях, от экологии до медицины и технологий. Пауки играют важную роль в экосистеме, контролируя популяцию насекомых. Они являются эффективными хищниками и помогают снижать их численность. Пауки часто используются как биоиндикаторы для оценки состояния экосистем. Их присутствие и разнообразие могут указывать на уровень всего биоразнообразия и здоровья окружающей среды. Размышляя об экологии пауков, мы должны смотреть на мир не только с точки зрения как польза или вред для человечества, но также учитывать влияние их существования на остальной мир, ведь в мире все взаимосвязано. Одним из простых примеров является осознание того, что если бы все пауки, плетущие паутину, были удалены, например, из Америки, среди многих других последствий, которые могли бы произойти, исчезли, например, самые маленькие беззащитные птички колибри. Просто потому, что колибри зависят от паутины, чтобы строить свои гнезда. В свою очередь, многие растения зависят от колибри, опыляющие их цветы, и эти цветы также исчезнут, а вместе с ними исчезнут и все насекомые, зависящие от них. Пауки, несомненно, необходимы, несмотря на негативное отношение к ним в умах многих людей. Они являются чрезвычайно ценной частью баланса мира, в котором живем и мы. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.